Привет, друзья! Это видео будет посвящено цветам в акварели, а точнее тому, как читать упаковку. Я уже записывала отдельное видео, которое было посвящено взаимоотношению цветов, как они относятся. Это помогает понять цветовой круг. Понимание цветового круга — это базовый навык, но кроме идеальных взаимоотношений, которые существуют в идеальных моделях, у нас существуют фактические пигменты. И не всегда взаимоотношения между разными цветами не всегда отражаются в законах, которые должны бы демонстрироваться, опираясь на цветовой круг. А все потому, что пигменты в реальной жизни — это не идеальная компьютерная модель, а некоторые вещества, которые так или иначе обладают разными свойствами. Я не буду сильно углубляться в свойства каждого пигмента, об этом можно рассказывать бесконечно. Например, есть замечательная книга «Тайная жизнь цвета», которую я рекомендую почитать всем, кто хочет окунуться в этот богатый мир цвета, красок и их истории и так далее. Кстати, это не реклама, это искренняя рекомендация. А в этом видео мы окунемся в то, что мы можем узнать по факту, смотря на упаковку акварели, смотря на то, какую информацию нам предоставляет производитель. Пигментов огромное множество, они бывают органические, как, например, кадмий, кобальт и так далее, и неорганические. Как правило, органические пигменты более тяжелые, более плотные. Это уже подсказка, мы к этому еще вернемся. Неорганические пигменты, они могут обладать более яркими цветами. Для систематизации названия пигментов разделены на 9 групп по цветам: PB, P-Blue, P-Black, PBK пишется, PY, P-Yellow, то бишь, P-Green, PG, PW это P-White, PR P-Red, P-V английская галочка это P-Violet, еще есть P-O, P-Orange и P-BG, P-Brown. То есть 9 пигментов, кажется, ничего не забыла. Добавляется еще номер. То есть среди группы голубых пигментов может быть некоторое количество номеров. Нужна ли эта информация нам для чего-то? Пожалуй, эта информация может пригодиться, если вы пользуетесь цветами одного производителя и решили приобрести цвета другого производителя. Иногда названия могут совпадать, а состав пигментов может быть разный. Например, некоторые производители используют более дорогой однопигментный состав, а другие хотят сделать более дешевую краску и используют два пигмента более дешевых, которые дают плюс-минус такой же цвет. Но если вам это не подходит, то вы будете об этом знать, потому что производители, как правило, качественных красок, они заявляют о составе пигментов в их красках. Также вы можете, исходя из свойств отдельных пигментов, делать вывод о том, какие свойства будут в целом у краски. Например, если в состав краски входит PB29, это ультрамарин, который обладает грануляцией, то, соответственно, вся эта краска будет гранулировать этим ультрамарином. О грануляции я чуть позже расскажу. Ну и кроме этого, все свойства пигмента, то есть его плотность, стойкость и так далее, мы тоже подробнее это рассмотрим, будут переноситься на всю краску. Также вы можете заметить, что есть краски, в состав которых входит несколько пигментов. Я видела максимально 3, может быть, бывает и 4, но я не припомню таких красок. Видела некоторые обзоры, где арт-блогеры, критики, не знаю, как их назвать, ругают краски с многопигментным составом. Особенно сейчас производители стараются придумать что-нибудь новенькое, придумать какие-то маркетинговые ходы и предлагать новые цвета. И, как правило, это цвета сложные, многосоставные. Нужны ли они? Я, например, пользуюсь многопигментными цветами и с удовольствием использую дымки от Невской палитры.
потому что я часто пишу горы, и это облегчает мне смешивание цветов. То есть я сразу имею под рукой грязный цвет, и особенно когда пишу на пленэре, мне это позволяет быстро получать нужный цвет. То есть мой вердикт такой. Если вы часто пользуетесь каким-то цветом и знаете, как его применить, почему бы не использовать сразу готовый цвет от производителя, а не тратить каждый раз время на смешивание этого цвета. Не вижу в этом ничего плохого. Следующий параметр, который мы можем увидеть на красках, это некие звездочки. Они обозначают светостойкость краски. То есть это значит, что краска с максимальной степенью светостойкости, это 3 звездочки, будет максимально долго сохранять свой цвет. Краска с меньшей степенью светостойкости будет работать хуже, то есть по идее через какое-то время она начнет выцветать. Я тоже видела обзоры девочек, которые проводили эксперименты и вывешивали акварельные краски с разной степенью светостойкости на освещенную часть окна, и через какое-то время, там через месяц, проверяли, изменилось что-то или нет, и ничего не менялось. В целом акварельные краски вообще большинство обладают очень хорошей светостойкостью. Конечно, не стоит вешать свои картины, если они вам дороги, на освещенную часть стены. Возможно, они будут все равно выгорать, но, скорее всего, на наш век хватит. А тем более, если вы работаете в жанре иллюстрации и не планируете вешать свои картины на стены, они у вас сохраняются в скетчбуках, для вас этот параметр не будет играть никакой роли, и вы точно не увидите, что ваши работы в закрытом состоянии побледнеют через какое-то время. Хотя этот параметр почему-то очень ярко демонстрируется на всех абсолютно упаковках. Ну что ж, есть и другие параметры, на мой взгляд, более важные для понимания цветов до того, как мы их приобретаем. Один из таких параметров – это прозрачность цвета. Мы привыкли называть акварель прозрачной краской, но, сюрприз, не все цвета в акварели обладают прозрачностью. Например, окись хрома, такой зеленый цвет, является непрозрачным, плотным. Есть еще ряд цветов, которые обладают разной степенью плотности. Почему важно это понимать? Если вы привыкли работать лессировками, если вы любите рисовать что-то из серии ботанической иллюстрации или хотите рисовать прозрачные легкие портреты, и вам близка такая техника, то скорее лучше выбирать цвета, которые обладают максимальной прозрачностью. Потому что если вы берете цвет, который не обладает прозрачностью, есть еще полупрозрачные цвета, соответственно, любая смесь этого цвета будет уже терять в прозрачности. Прозрачность дает акварели особое такое свечение, потому что солнечный свет, ну или не солнечный, да, свет проходит через слой краски прозрачный, отражается от бумаги и дальше попадает в наш глаз. Поэтому мы видим некоторое свечение. Если мы пользуемся красками, которые состоят из пигментов, которые не обладают прозрачностью, а это многие органические пигменты, как кадмий, кобальты, они менее прозрачные. Также вот есть тоже такая, но она уже не новая, но линейка цветов, которые в составе содержат белила. Это пигмент PW6. Он тоже обладает непрозрачностью, но в целом, даже если вы посмотрите на упаковку, вы увидите, что квадратик там закрашен. То есть этот цвет непрозрачный, и техника работы и впечатление от ваших работ будет уже другая. Иногда это здорово, и, например, мы писали вот такой вот урок, где писали зимний пейзаж, я там намеренно использовала белила,
не для того, чтобы выделить, как бы плотно рисовать, а именно для создания вот такого мыльного эффекта деревьев. Если хотите, посмотрите, этот урок у нас есть на Boosty и Patreon. А вот, например, для вот таких вот роз и в целом для ботанической иллюстрации лучше использовать прозрачные цвета для того, чтобы сохранить вот такую легкость, цвет, прозрачность работы. В общем, подробнее я тоже рассказываю об этом вот на этом уроке. Если хотите, подписывайтесь на Boosty и Patreon или пишите лично мне на сайт, я открою вам доступ к этому уроку. Еще есть такой параметр, как смываемость. На красках Невской палитры этот параметр есть, но, например, я сейчас часто покупаю цвета Pinex, потому что здесь они представлены более в широком ассортименте, и всегда есть те цвета, которые мне нужны, в отличие от Невской палитры, которые иногда приходится ждать или заказывать отдельно. Но что я хочу сказать, что у Pinex смываемость цвета, она не обозначена. У Невской палитры она обозначается таким треугольничком, но в целом вы можете сами протестировать цвета, и вот в этом видео я покажу, на что стоит обратить внимание, и скажу еще пару слов. Итак, если вы потеряли упаковку, не помните, не понимаете или хотите еще раз лучше почувствовать, как ведут себя ваши краски, протестируйте их, делая вот такие вот растяжки на бумаге. Это поможет почувствовать вам, какой силы интенсивность пигмента. Если пигмент растягивается хорошо, легко, потом еще нужно смотреть, как он высыхает, то есть при высыхании он тоже может бледнеть, то мы можем понимать, что сила у пигмента большая. Чтобы понять, насколько кроющими свойствами обладает пигмент, начертите предварительно полосочку чем-то водонерастворимым. У меня, к сожалению, не было водонерастворимого маркера под рукой, поэтому я сделала это карандашом. Верхний цвет это окись хрома, зеленый цвет, и он кроющий. Не знаю, зачем вообще он нужен в акварели, но вот у меня он до сих пор есть, и иногда где-то вот в грязь я его добавляю. Следующий цвет, по идее, прозрачный, это берлинская лазурь, то есть производитель заявляет, что это прозрачный цвет. Он действительно прозрачный в растворенной части, но так как он очень темный, то он неплохо перекрывает. А вот, например, следующая полоска охры, она тоже заявлена как полупрозрачная, то есть она 50 на 50, я не помню, как там точно это называется, полукроющая или полупрозрачная, там есть еще вариации. Но за счет того, что цвет светлый, все равно он просвечивает. И мне даже не удалось его набрать настолько густо, чтобы он вот прям-таки был кроющим. Но в смесях вы, скорее всего, увидите, что цвета получаются не такими чистыми. Еще одно свойство, которое мы можем проверить таким образом, это то, насколько пигмент сильно въедается в бумагу. Вот очень хорошо видно разницу между окисью хрома, которая легко смывается практически до белого листа, с бумаги, и берлинской лазури, которая обладает таким сильным, мощным пигментом, и его очень сложно смыть. А вот все остальные цвета охру, тут у меня еще лимонный был, который тоже кроющий, но за счет того, что светлый, им довольно сложно что-то перекрыть, но вот смесью он будет давать такой плотный слой на поверхности. Обычно въедаются хорошо более такие легкие прозрачные пигменты, а пигменты, которые обладают большей плотностью и кроющие, они лучше смываются с бумаги. Плотность пигмента это, как правило, связано с тем, из чего сделан пигмент, органический он или неорганический, может влиять на то, как в целом ведет себя смесь. То есть если у нас присутствует какой-то более легкий пигмент,
в смеси и какой-то более тяжелый, то если вы используете большое количество воды, вы должны быть готовы к сюрпризам, к тому, что у вас пигменты разделятся на две части. Именно на этом принципе основаны цвета с грануляцией. То есть там есть цвет гранулирующий, который, ну, грануляция, она сама по себе более крупная, более тяжелая. И цвета более легкие, более такие инертные, которые легко распределяются по воде, и они вот создают эффект такой дымки вокруг этого цвета. Вот я здесь экспериментирую с несколькими цветами. У меня здесь ультрамарин и ирганзин желтый сверху, окись хрома и пермамент красный в втором миксе. И третий цвет – это готовый цвет от Невской палитры, серо-синяя дымка, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас уже подзабыла, но они все так интересно распределяются. Вот пока они не высохли, они выглядят довольно-таки ровными, но в момент, когда цвета подсохнут, вы увидите разницу. То есть это проявляется для того, чтобы грануляция и вот свойства пигментов проявились, нужна вода и некоторое количество времени. Еще вы можете поэкспериментировать то, насколько предыдущие пигменты расталкиваются с помощью новых вкраплений. То есть пигменты могут не перемешиваться, если мы не делаем лишних усилий, а оставаться вот такими пятнышками. И можно посмотреть то, насколько быстро они перемешиваются. Вот, собственно, что получилось при высыхании. Хорошо видно, как распались пигменты. Я надеюсь, через камеру это вам тоже видно. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Поставьте этому видео лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Все реквизиты для поддержки в описании под видео. Если остались вопросы по этой теме, пишите в комментариях под видео. И не забудьте поэкспериментировать самостоятельно, чтобы знания закрепились на практике. До встречи!